Ребят, всем привет-привет. Доброе утречко. А у нас семейная утренняя прогулочка. Всех уже накормили, напоили. Батька кашу сварил. И идем. Ну что ты меня вперед послал? Не скажу. Не скажу. И это. Идем, в общем, прогуляться на речку. Папа взял свою удочку, чеспинник, что там взял. В общем, хочет покидать. Вот. Он на рыбалку с весны мне пытается выбраться, но все не получается. То работа, то дела домашние, то хлопоты, то заботы. И вот мы решили все-таки сейчас утром выйти там на пару часиков покидать. Дочь, не беги, стой тут. Там уже обрыв. Пришли на нашу речку, там через огород вышли, притопали. Вау, стой! О, кладочка. Я не помню, что она здесь была, кстати. Она сгоревшая была, это сделали уже. А, переделали? Вот мы сейчас, мы сейчас туда сначала. Туда попробуем. А где удочка? Где удочка? Ну, сейчас вспомнишь заодно. Васюшечка. Рыбу мы сегодня утром не ели? Нет, не ели. Папа, что хочу взять? Красота, тишина. Папа, что-то есть? Мы без приманки, мы это, на хищника пришли покидать. Да, дочь? Нет, что-то там. Что там? Это. Ничего, палки торчат просто. Папа, я посидеть. Тут негде сидеть. На мостик. И это. А вот там вон уточки плавают. Вон они. О, кайфу. Утятки. Кого-то крякают. Васюш, аккуратненько. Мама, что такое? Папа на удочка плывет. Папина удочка плывет. Это рыбка. Рыбка? Да. Ты увидела рыбку? Куда ты нос высовываешь? Папа, вон. Все, ладненько, пока выключаюсь. Посидим в тишине. Побалдеем. Так, мы уже переехали на другое место. На другую кладочку. Такая здесь славочка она. Как раз поближе к этим уточкам. Вот они напротив нас прям плавают. Утятки. А были мы вон там. Там и там. Папка все своих этих меняет. Рыбок. Поддается. То красненькую, то зелененькую, то желтенькую. Рыбки его. Не подсмотришь. Не подсмотришь? Вот так вот. Тишина, тишина. Сегодня вообще прям хорошо. На улице. Хорошо. Да, прям так тихо. Радует, что ветра нету, как до этого завывал. Сегодня прям так тихо. Что ты подсмотришь? Так, нагибаемся. Чтоб мне в лобешник не заехал. Бульк. И сейчас щуку. Килограмма на 4. Тауки добавляют. Только мечтать об этом можно. Мам, тауки ловить. Тауки добавим. Да. Я. Не, дочь, мы уточку не поймаем, они быстро плавают. Да? Они быстро плавают, удочки. Пусто. Значит, по-любому должно что-то. Все, мы уже дома. Потихонечку
И решили навести порядок здесь. Попалить. Собака полетела. Попалить. А, он, наверное, поехал окончательно. Сегодня это весь день за тракторами гоняемся. Тот, который должен был нам пахать, он, короче, попал в больницу. С чем он там у него? Ну, он что-то болит, с операцией попал. Короче, не получилось. Мы теперь бегаем за каждым трактором. Ну да, бегаем за каждым трактором, чтобы договориться, чтобы нам спахали. Никто в этом году почему-то не хочет пахать. Сегодня, слава богу, у нас. К этому славе подойти, пообщаться, может, напрямую? Не знаю. И это. Вчера еще в соседний хутор ездили до этого, как она, фермера. У него там он свои поля арендует. Есть техника тоже. В том году он пахал огороды людям. В этом году он отказывается пахать тоже. Говорит, своей работы много, это не пашет. О, в общем, мы тут как в попу ужаленные с этими тракторами. Уже какой второй месяц бегаем. Ты пошел к нему опять? Да, Слав. В общем, у нас... И причем дед тоже тут общается с соседями там в переулке у себя. Общается, ездит, ходит, тоже катается туда-сюда, ищем трактора. Одного они трактора нашли, он и к ним приехал, сделал небольшую полосу толщиной в 10 сантиметров и уехал. Сказал, что его тракторенок не берет вот эту вот целину непаханую. Так что вот так вот. В общем, мы тут вешаемся, как какая-то у нас это загвоздка, заковырка с этим трактором. Не можем никак ничего придумать, чтобы спахать наш огород. Сейчас этот тракторист дал еще одни координаты, прозвонили. Там нужно ехать куда-то, там что-то еще, где-то с кем-то договариваться. Вон, Игорёш пошел до соседа, который заказал трактор, узнать вообще, где он и как его заказывал. И что к чему и как, почему. Все дурдом какой-то. Вот вы все спашите огород, а по факту оказалось, это не так-то просто в этом районе Ростовской области. Блин, вот насколько знаю, в других местах это так просто сделать, причем не только осенью, но и весной еще легче. А у нас весной это сделать вообще нереально, то есть весной вообще никто не пашет. Только осенью. А осенью мы вот уже который месяц бегаем за тракторами, и пока ничего, 0 результатов. А с тем, который договорились пахать, вот он попал в больницу. Так что такая вот у нас заковырка. Это касается тех, кто нас постоянно спрашивает: ой, когда вспашете. Вот так вот. Был бы свой трактор, уже давно вспахали. А так, видите, что-то нифига у нас не получается спахать. Сегодня, слава богу. Вот, а мы сейчас эти веточки хотим поубирать. Может, спалим, а может быть, туда переместим по меже, разложим. В общем, посмотрим, что и как будет дальше. Что он там пахает у соседа? Ну, они тоже здесь давно живут и пашут уже не первый год. А мы вот как новички все тут лазим, ищем, что да как. Все, пообщался, идет обратно. Чего ты, Степашечка? С рыбалки когда шли, а там есть участок, где люцерну сажали. Нарвали ему, принесли люцерны свежие, пожевал с удовольствием. Ну, хотя у нас так все зеленое, видите. Он целый день стоит, он травку щипает. Сегодня его надо будет опять проколоть от глистов, укольчик ему поставить. Идет батька обратно. На сегодня прям так прохладненько. Васюшка в доме. Мультики смотрит, лежит. А мы тут решили немножко сегодня погребсти, помести.
Ладненько, если что, еще включусь. Bye.
Так, повыпиляли тут часть участка. Это еще сада, то, что еще не допалили куски. Но многое уже поперепалили. Получается, выкосили вон тот угол возле больших синей, там дикую акацию, все остальное выкосили. И покосили по саду. Вот. То, что было можно, возможно, но уже как бы нам видно, что стало попросторнее и посвободнее. Единственное, мы сегодня уже не успеем, уже вечереет. Вот. А на следующий выходной мы уже деда попросим, если Игорь по работе не сможет. Вот это вот все нужно будет прокосить. И когда это все прокосится, потому что трава очень сильно забивает, и не видно, как бы, что здесь проделано, что здесь выпилено. Когда это все прокосится, уберется, и тогда будет прям хорошо видно, как сад проредел. То есть, говоря, прочище стал. Вот, ну и сейчас покажу. Выпиляли вот этот вот угол полностью возле свиней. Получается, вот это дерево здесь дикая акация была. Правда, я пока его таскала, то все руки понаколола. Где у него колючки здоровые, где-то еще больше были. В общем, по максимуму, как смогли, его выпилили, потому что оно вросло в рабицу. Игорь старался аккуратно, чтобы цепь не убить до конца на пиле. Ну и вот тут. Здесь понад забором повыпиливал. И вот здесь повыпиливал все. Потихоньку все растащу, перетащу. Вот. Ну и плюс здесь же у меня куча соломы была и ветки. Отсюда я тоже все вытащила. Осталось только граблями здесь пройти и убрать всю эту вот траву, сухостой весь этот. Вот. Сейчас, кстати, я вам покажу по поводу деревьев. А то вы мне тут все пишете, рассказываете, что мы неправильно деревья обрезаем, что нужно обрезать деревья вширь, а мы обрезаем, чтобы они росли ввысь. Потому что при нашей посадке невозможно обрезать их так, чтобы они росли вширь. Вот. Вы по одному тут, мы по-своему все делаем, мы не собираемся вас, так сказать, слушать. Сейчас я вот взяла рулетку. И сейчас померяем расстояние от дерева до дерева и померяем расстояние между рядами. И вы посмотрите, какое у нас расстояние. И, надеюсь, часть из вас, по крайней мере, большая часть, поймет, что мы не можем выпиливать деревья так, чтобы они росли у нас вширь. Ну, как вы говорите, правильно. День, иди сюда. Возьми, помоги мне рулетку. Так, держи рулетку. Где тут цифры? Вот, подставляй к дереву. Подставил? Да. Не, давай ниже над землей, чтобы я это... Так, держи там над землей. И я здесь протягиваю. Так, где тут метр? 1,70 м. Вот он. Где он? Вот он, метр. 1,70 м. А ну давай, до следующего дерева иди. Да, ложи там. Положил. 1,90 м. Давай дальше. Положил. 1,90 м. Вот смотрите, расстояние между деревьями в ряду 1,90 м. Пойдем в соседний ряд. Вот к этим деревьям подставим. Ставь к этому дереву. Опа. 1,80 м. Пожалуйста. И так далее. Вот, иди сюда. Мы сейчас здесь убрали вот гнилое дерево. Положил 1,70 м. Это, подожди, там еще на кучке тут даже меньше будет. Ну вот, 1,70 м. А теперь пойди к тому дереву. Сейчас между рядами померяем. К тому дереву подставляй. Вот, от того ряда до этого ряда. Сколько у нас получается? Вот здесь 2,70. А ну к тому дереву давай тоже. 2,70. А теперь иди сюда. Сейчас. Где у нас?
Тут дерева нету. Вот. Ай, блин, кусты. Здесь он 2,40 между рядами. Вот вам и пожалуйста. При расстоянии между деревьями, скручивая, практически в 1,5 метра и рядами 2,5 метра, у нас невозможно выпиливать деревья, как вы этого хотите. Причем они посажены так не только здесь, но и вот там, где мы выпиливали, они посажены точно так же, на таком же расстоянии. А вот здесь мы посадили вот 1, 2 и 3. Это черную смородину. Убрали их кусты. Просто не показывали, их сажали. Посадили вот 3 куста здесь черной смородины. И в дальнейшем смородина, которая у нас там во дворе находится, она у нас сюда же перекочует. Ну, здесь еще посадится и пойдет дальше. А в эту сторону вот так вот пойдет малина. Там возле дома выкопаем и посадим. Здесь пересадим ее сюда. Кстати, у нас здесь столько грибов. Прям море. Но я, к сожалению, не спец по грибам. Что у нас тут за поганки растут. Прям очень много. Это что такое? О, грибочков. Где еще? Вот еще. Но он не похож на поганку. Поганый? Не знаю. Может и поганка. Может и не поганка. Ну, фактом. Ай? Попробуй. Попробовать? Да. А ты не хочешь попробовать? Я попробую. Пробовал поганку? Факт в том, что их очень много. Вот они. Я вот еще это только что видела. Вот он сидит. А в конце огорода... О, вот гляньте, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот. Вот, гляньте, сколько их повылазило. Прям море. Тут целая поляна грибная. О, в огороде там 8 шампиньонов нашли. О, прям вот их чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Сколько их. Вот они, гляньте, какие красавчики. Ну, это точно. Или поганка, или как их называют еще. Ложные опята. Вот это вот. Ой. Их тоже тут полно. О, папуля кострище развел. А? Тоже не схватила? Вон стоит козел мой. Находилась? Нет, пока не находила козла. Кстати, спрашивали, нет, еще не купили. Если бы купили козу, вы бы ее уже 100% увидели. Ну, здесь прям хорошо все это пропалили. Уже оттуда тоже повыносили много веток. Спалили. Там огромная уже куча пепла у нас там образовалась. И там намного все почище стало. Осталось только прокосить и побелить. Вообще будет красота. Так, ребятушки, ну что, мы на сегодня закончили. Я готовлю не то чтобы ужин. Сейчас уже мне Игорь лег спать 11 часов. Вот, готовлю ему тормозок на утро. Здесь сделала подливку и здесь сделала гречку. Эту подливочку гречки. Сейчас доготовится, еще какой салатик настругаю. Там он капусту принесла с погреба. Настругаю салатик какой-нибудь ему. И тоже пойду отдыхать. В общем, вот так прошел наш день. Всем огромное спасибо за просмотр. Отличного дня, хорошего настроения. Спасибо за ваши комментарии, лайки, поддержку. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.